Всем привет, с вами снова Амир. Сегодня, опять же таки, хотелось бы записать видео на мою любимую тему, на тему изучения языков. Вообще, уже многое было сказано о преимуществах владения несколькими языками. Как правило, когда об этом заходит речь, у людей сразу мысль, что это возможность говорить с большим количеством людей, возможность получить лучшую работу, ну и так далее, и так далее. То есть, так скажем, очевидные преимущества. Вот именно в этом видео мне бы хотелось поговорить о таких не совсем явных, не совсем очевидных преимуществах, когда речь идет о владении, да, несколькими языками. То есть для начала давайте послушаем мнение двух известных полиглотов, которые, кстати, недавно организовали первую вообще в мире полиглот-конференцию. Это Ричард Симкот и Лука Лампариелло. Talk to me about what it feels like to speak in a different language. God, it's amazing. I love it. I mean, I've never taken drugs, but I guess it's that feeling. It's a drug. It's like when people say that high, or people describe going to the gym and they really put these really big muscly. If I were going to the gym and sort of a language learn, I'd be like this, you know? You'd be huge. Yeah, I'd be enormous. Why is it important to learn languages? Speaking a language can literally change not only the life that you have with other people, but also the interior life that you have with yourself, because it lets you see things from different perspectives. According to a famous Chinese saying, speaking another language is kind of like acquiring another soul. Every language has a story that develops in your brain, has a neural network. You think differently and you live different lives, which is an amazing thing. Да, я вот думаю, просмотрев вот как и Ричард, и как Лука ответили на вопросы, в принципе, по большому счету, они говорили практически об одном и том же. Да? То есть, когда говоришь на каком-то другом языке, то есть начинаешь чувствовать себя по-другому. Да? То есть Ричард Симкот даже сказал, что это почти как, то есть это сродни с наркотиком. Да? По сути дела, что такое наркотик, что делает с человеком наркотик? Наркотик просто изменяет сознание человека, да, то есть, а в этом плане говорить на иностранном языке это такой, что ли, более экологический и более социально такой правильный и более безопасный способ изменить свое сознание, потому что действительно, когда говоришь на иностранном языке, начинаешь чувствовать себя по-другому. И что-то очень похожее сказал Лука, да, то, что у вас будто развивается новая душа, то есть у вас появляется какая-то новая субличность, и вы проживаете буквально разные жизни, вы чувствуете себя по-другому, и вплоть до того, что вы можете видеть какую-то ситуацию или какое-то событие с разных точек зрения. Потому что все мы воспринимаем мир, в котором мы живем, через слова, через какие-то понятия, через какие-то термины, и, конечно же, владение несколькими да, языками позволяет вам по-разному действительно ощущать и считывать, что ли, этот мир. То есть вот такие вот неочевидные преимущества, но, тем не менее, вот это улучшает действительно внутреннее состояние и тот внутренний диалог, который у вас может быть с самим собой. То есть если например, кто-то увлекается какими-то лайф-коучинг программами, то есть работой над внутренним состоянием, какие-то вещи, например, можно прослушать на родном языке, но если прослушивать их слишком часто, например, такие вещи, то что мы, например, ответственны за все наши эмоции, за все наши мысли. Если прослушать это 5, 6, 7, 8 раз на одном языке, в данном случае по-русски, то может наступить такой момент, когда вас в буквальном смысле этого слова будет просто раздражать. Вам будет казаться, зачем мне кто-то пытается впарить эту дурацкую идею, да, например, то, что я ответственен за свои мысли. Но что происходит, когда вы прослушаете, например, похожую программу, но просто на другом языке? Например, то же самое по-английски или по-немецки, по-французски, по-итальянски. У вас будто в мозгу вашем, да, то есть открывается буквально несколько ментальных каналов, по которым вот эти вот позитивные установки будут доходить, надеюсь, до глубоко в подсознание, да, или в бессознание, в бессознательное, как это называют психологи. То есть действительно, когда говорится о том, что изучение или умение владеть несколькими иностранными языками действительно обогащает мир, это действительно не пустые слова. Поэтому я вот как человек, которому удалось несколько иностранных языков выучить, я действительно уверяю вас, что это, конечно, занимает времени немного,
может быть, 2 года, пока до того, как удастся действительно комфортно изъясняться на языке, но оно того стоит. И именно для этого я создал отдельный YouTube канал. Вы можете на него подписаться прямо сейчас, и там пока, вот на момент, когда я записываю вот это видео, значит, я разместил там видео для желающих изучать французский, испанский и немецкий. Можете подписаться на обновление, можете подписаться на обновление моего сайта, и регулярно, раз в неделю, я вам буду присылать новые видео и делиться всевозможными соображениями вообще на тему изучения языков и, так скажем, личностного развития в целом. То есть, да, будем надеяться. Хорошо, спасибо за то, что посмотрели это видео, и увидимся с вами в следующий раз.